Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за краба Эрла, и сегодня поговорим о ребалансе предметов. Да, достаточно большой у нас ребаланс в игру был завезен, много чего переделали, много чего сделали, и сегодня мы эту штучку будем смотреть. Да, начнем мы, наверное, с того, что пишут разработчики, потому что, ну, как же без этого. И они пишут, начнем с предметов двух, это вот косточка для здоровья, да, и бинтик. Эти два предмета были улучшены в, так сказать, рангах своих, да, у нас здесь, вот, к примеру, бронза, серебро, золото и уникальный ранг, да. Ну, разрабы его так назвали, поэтому тоже будем так называть. Итак, разрабы повышают до уникального ранга косточку и бинт. Почему? Потому что не самые популярные предметы в игре. Ага, косточка, ага, самый популярный, ага, бинт. Ну, вы поняли, да? Ни сандали святого, ни ботинок, ни какой-нибудь там укол адреналина, да, вообще не популярный, вообще, да, никто с ним не играет. Ни дефибриллятор, который в командных боях только все используют, а не популярный. В общем, улучшили эти два предмета. Сейчас они в игре достаются только вариантами такими. Это открытие сундуков в акцию, вот которая сейчас, кстати, идет у нас акция на открытие сундуков и получение феромонов. И акция это еще, ну и покупать в магазине, короче, за денежку. Все. Ну, ивенты еще, но там нереально сложно, поэтому забудем про них. Такие вот варианты получения уникальных предметов. Опять же, их поставили только что в один уровень с бицухой и феромонами. Ну, конечно, щиток это вообще странная штука. Но бицуха и феромоны это как бы уровень там топовый, да, и тут получается две штучки, ну, не очень. Но разрабы говорят, что их усиливают. Давайте об этом поговорим. В общем, что делают для бинта? Короче, они они значительно бафают восстановление урона. То есть, как вы знаете, у нас сейчас бинт восстанавливает урон в зависимости от... Ну, это восстанавливает хп в зависимости от урона нанесенного. То есть, вот, здоровье и урон, да? То есть, вам нанесли там 100% урона. Из этого 100% только вот 57 восстановится. Опять же, лечение будет происходить по 3,7% в секунду. То есть, достаточно долго. Ну, если посмотреть на ту же косточку, 6,1, ну, я вам так скажу, тут на 10 уровне получше. Но сейчас 10 уровень уже не взять, поэтому забудьте. Идем дальше. Ну, еще, кстати, скорость восстановления повысили. То есть и скорость восстановления повысили для бинта, которая здесь не указана, и количество восстановлений. То есть, по идее, сейчас бинт очень крутая штука, мы сегодня будем его тестировать. Косточку пока что еще не решил, будем тестировать или не будем. Дальше идет косточка. В общем, здесь, опять же, скорость лечения ослабили. И, то есть, наоборот, скорость лечения увеличили. То есть, ну, точнее, стартовая скорость лечения. Да, обычная скорость лечения осталась такая, какая есть, а стартовая скорость лечения начала быстрее. Вот, время запуска, вот оно имеется в виду. Но все остальное стали таким же. То есть, небольшое, по сути, улучшение получил только бинт по своим параметрам. Идем дальше. Зубы вампира. В зубы вампира перенеслись с серебра в золото. Теперь их достать практически нереально. И получили небольшой буст по регену урона. Ну, то есть, вы наносите урон и регените от него 50% до 2/3 своих хп. Да. Теперь зубы вампира фиг достанешь, то есть это минус предмет у адекватных персонажей. Такие дела. Но разработчики пошли дальше. Они решили кофе бустануть. Да, именно так. В двух словах, что же они сделали? Они увеличили скорость подбора, увеличили бонус скорости бега, но уменьшили время действия. То есть теперь действует меньше. Ну, как бы минута в начале боя, 72% увеличения бонус. Ну... У меня слов нету, как бы это предмет на 1 минуту боя. Вопрос, зачем он нужен, непонятно, но разрабы его именно так сделали. Дальше идет у нас канистр гелия, халат доктора и дефибриллятор. Их наоборот понижают до бронзы. Почему разрабы так сделали? Ну, они говорят, эта редкость вызывала недоумение у игроков, поэтому мы понизили рейтинг этих предметов. А не, ну канистры вообще с золотого понизили, да? И, ну, канистры, в общем, понизили с золотого до бронзы. Ну, в общем, или на серебряный. Нет, канистру на серебряный понизили, а халат доктора и... Халат доктора на бронзовый с золотого понизили. Капец, они тут понижали. И дефибриллятор серебряного на бронзовый. Из всего этого, конечно, халат, очевидно, что адекватная вещь для командных боев. Как видите, она почти хилит как аптечка. То есть это, по сути, вы на его надеваете, вот 9 уровень, да? Почти хилит как аптечка всех союзников в радиусе. Это очень круто. 15 метров радиус это много. Это очень много. Поэтому эта штука полезна реально для игроков. Тот же дефибриллятор тоже очень полезная штука. Где он? Вот у меня дефибриллятор. 10 уровень, 22 секунды перезарядки. Его в принципе можно быстрее прокачать на максимальный и вернуть там, не помню сколько, секунд 12 он был КД, да? На максимальном уровне прокачки раньше. То есть сейчас
игроки, то есть, ну, разработчики, решили сделать для игроков такую штуку, чтобы они играли в командные бои, использовали эти два предмета для команды, чтобы было, ну, адекватней, да, командные бои. Адекватнее командные бои. Видишь, какие разрабы. Ну, а канистру гелия, где она, кстати, тут, вот она, 10 уровень. Ну, ее оставили такой, как есть. Ну, вообще все предметы, которые понижали, оставили такими, какие есть. Те, кто повышали, обычно улучшили чуть-чуть, капельку вообще. Ну, и как бы, она что была бесполезна, что осталась, ну, как бы, ничего особенного. Ну, теперь она прокачивается быстрее, а смысла от нее, не знаю, нету почти никакого. Ну, и трубку. Трубка получила небольшой баф за время, которое можно повести по водой. Все. Ну, вроде трубка была серебром, или нет. Тут не написано, в общем. Ну, 8 секунд, 9 уровень, может там будет 8 с чем-то на 10. Ну, короче, такие вот изменения, непонятные, странные. Мы сейчас отправимся в командные бои. Теперь у меня вопрос, стоит ли брать крабу зубы вампира, или все-таки попробовать косточку. И быть таким, знаете, кукнул, шотнул, стоишь, похилился. Но краб очень динамичный в боях, и поэтому все-таки, как по мне, лучше добавить... Оставить ему зубы вампира. В общем, пока что такую сборку оставляем, то есть бинт. Потестим сегодня. Ну и зубы вампира. То есть краб сейчас вообще не должен умирать, по идее, в замесах. Потому что и бинт, и зубы вампира, и дефибриллятор теперь у большинства будет. Такие вот дела. Фух, вроде бы закончил по этому прекрасному ребалансу. Ну да, конечно, долговато получилось. Что я могу сказать по своим небольшим мыслям? Ну давайте зайдем в бой. В командный, и там я уже скажу. По итогу, я думаю, что скоро уникальные предметы в нашей игре будут каким-то способом доставаться легче. Иначе бы косточку с бинтом туда не запихнули бы. Ну вот реально. Эти предметы не настолько хороши, чтобы их прям делать уникальными. Чтобы они там... Ну... Я сейчас заплачу. Ну хотя бы одного бота я минусанул. Нормально. Так, а ничего, а куда Легион работался? Они его утащили. Брюсика, дай. Ой, какой же крабик неимбовый. Так, ну сейчас надо будет отжать легендарный дроп у Никса. Да, у двух Никсов. Да-да-да, отдадут. Ну, как вы понимаете, кого мы бросим сегодня в бою. Я успел, видали, миллисекунды хватило. Ну что я мог сказать, если бы я тогда притянул легендарного бота, шотнул бы его, и, наверное, я смог бы. Ну, миллиметрика не хватило, чтобы... А мы тут с акулой 14 уровня, нам бы сейчас и баку можно было дать. Ну, Никсы, это же Никсы, да? Как он убежал. Как же они могли по-другому играть? Ладно. Тогда просто поиграем сейчас, попробуем какой-нибудь замес ворваться. Баку он намекнул, что я тоже адекватный. Он с сандалями святого играет, правда, на баке, ну. Мое почтение. Ну, хоть без ботинка вроде, да? То есть у него сандали святого без ботинка. Вопрос, зачем? На воду любит выбегать, что ли? Непонятно, в общем. Бачок странный. Особенно... Хотя, может, у него уже есть первобытный инстинкт, когда это еще как-то оправдано. Немножко. Но все равно считаю бесполезно для бака брать сандали святого в 3 слота. В 4 слота еще, да, можно. Можно подумать. Но в 3 не... Это точно нет. Итак, мы никого не можем найти, замесика нету. Обидно. Погнали, погнали. Сейчас по-любому здесь в кустах кто-то будет. Вот я чувствую это. Чувствую эти кусты. Где же? Где же вы? Так, ну мы с акулом здесь должны костив раскидать. Но в кустах никого нету. Парам-парам-пам. Так, блин, где все сквады? Полкарты уже прошли. Мы с музея прошли вот так вот просто. Вот так вот прошли, ну. Вот так вот. Где они прячутся? Что за прятки, блин? Бесит. Я тут зашел бинт тестить, а они прячутся. Я хочу драться. Да, короче, как-то так. Скучно. Иногда замесы, иногда вот сюда. Ну да. У них тоже никсы гении. Понимаю. Битва никсов гениев против никсов гениев. О, смотрите, кстати, как хилит классно. Я говорю, теперь бинт это топ предмет. Просто надо по КД использовать. Ну, смотрите, ну... Меня уже дважды прозамажили. Блин. А смотрите, сколько хилит. И быстро хилит. Самое прикольное то, что... Очень быстро хилит. Ну, правда, уже драться против некого уже скучно. Ну, давайте хотя бы хамелеончика купнем. Привет, друг. Смотрите, они меня до сих пор не пробили. Сколько у меня уже бобер закинул выстрелов. Смотрите, сквозь стенку притянул норм. А это все, что у меня потерялось от драки против двух противников. Раньше я бы просто шотнулся. Под этим бобром, под
Ну, не знаю, чем там еще по мне. Хамелеон бахал, да? А я просто бегал. Вряд ли мне там зубы вампира хилили, потому что там всегда было хп больше, да? То есть, ну, вы понимаете, ребят, сейчас что такое бинт. И похоже, ну, я, конечно, не буду отвечать 100%, но, возможно, убрали скаляцию в зависимости от уровня, потому что, вы видите, я сейчас немножко, как бы, не своим уровнем, что ли. Точнее, ну, я 14 уровнем был, меня дамажил... Какой уровень? Какой уровень был там? Бобер 9, а мне урон вообще не проходил. 0, ну, вы видели, да, там кусочек отломился и все. А раньше мне бы пол хп ушло. От одного лука только. Кстати, да, предлагают мне на предметы, вот эти, кстати, уникальные, по $1 за штуку, я так подумал. Смешно, смешно. Ладно. Отправим следующий бой. Как-то очень странно сейчас все происходит. Возможно, новый баланс завезли, тоже незаметно. Но решили про это не говорить, но это ж разрабы, да. Потестим сейчас этот момент. Ну, если так, то это капец будет. Можно будет вот этих низких уровней просто нагибать за счет уровня и спокойно себе наконец-то начать бустить рейтинг без проблем. Потому что раньше, ну, как раньше, сейчас, да, у нас низкие уровни могут дамажить твой уровень так же, как и ты их. То есть, по сути, разница дамага не такая большая, разница есть только в атрибутах, там, в хпшке, да, и то хпшка, опять же, она тоже скалируется, и там вот эти вот подкрутки для низких уровней бесит. Ну и что, сейчас мы это будем все затестить. Тестить, да. Так, а ну-ка, давайте вот так вот сделаем и побежим. Опять же, это добуст краба очень крутой, удобный. Но опять же, все сквады куда-то пропали. Ну как мне вот тестить, когда все куда-то сбегают? О, кого-то нашел баг. Так, ну тут Джейд сильная. Кстати, заметьте, вот сколько хп снесла, да? Так, и сколько я уже отхилил. Видали? Вот это мне Джейд снесла. Как вам не имба, а? Как вам не имба, крабик? Ребятки, смотрите, фулл хп хилится. То есть, вы понимаете, в чем прикол? У меня зубы вампира только что сдвинули бинт вверх. Я еще ни разу не... Какая имба? Какая имба? У меня просто нет слов. Этот бинт теперь такая имба. Ладно, теперь я могу сказать, что бинт соответствует своему рангу. Теперь могу сказать это точно. Капец, я вообще не пользуюсь хилами. А зачем они? Зачем эти бесполезные хилы, когда ты краб с бинтом и... Ой-ой-ой, тут было больно, тут я воспользовался. То есть проблема сейчас единственная, это что шотают. Это единственная проблема, которая сейчас осталась у меня. А что так много противников-то, блин? То есть если играть в более... Геймплей такой, как бы это сказать... Пассивный, да? Что ли? То норм. Если вот так вот такая вот дичь не будет происходить... Бака шотнули, да что за дичь? Не, с кем... Ладно, тут было сложно затестить, тут слишком много противников. Тут 3 сквада нас окружили. Даже не 2, понимаете? 3 нас окружили сквада. Ну, это, видите, они все мертвые. Нам буквально чуть-чуть не хватило. Если бы я стоял просто в другом... Ну, короче, тут все из-за ситуации так получилось. Ну, мне понравилось. Мне понравилось. То есть, если нет такого прям жесткого динамического замеса на 3 сквада, то аптечка не нужна крабику теперь. Да, да. Но то, что зубы вампира выхиливают, и потом бинт идет уже хилит до фулки, и ты такой стоишь, смотришь на это, думаешь, нифига себе. То есть, что вы понимали, теперь соло-бой краба против любого противника, да вообще любого противника, у которого есть бинт и зубы вампира, это вот. То есть, он наносит вам фулл урона, вы наносите ему фулл урона, он фулл отхиливается, а вы нет. И ему не нужна аптечка. Не баланс? Баланс? Как вам, ребятки, понравилось? Офигеть, офигеть. Ну давайте сейчас еще немножко потестим. Блин, мне так хочется потестить это все. Скоро будем, наверное, на чем-нибудь другом поиграть. Может, Дони пихнуть бинт, а? Она же там прыгает. У нее там такой бешеный урон, она все шотает, и как раз нужно там немножко затанчить, и под бинтом будет вообще красота. Блин, реально сейчас будем тестить все это. Ой, какая имба получается. Имба. Жалко, не было инсайдерской инфы. Вот, если бы я знал, что сейчас такая фигня будет, можно было бы что-нибудь замутить заранее. Ну, опять же, что там замутить? Пооткрывать легендарные сундуки только разве что. Ну, это страдать фигней, наверное, мне кажется. Орел, как жизнь? Дорогая, братиш. Блин, видали? Смотрите, ребятки, фулл хп. Орел меня продамажил, если что. Чекайте. Жесткий орел продамажил меня. Видали? Фулл хп вернулась. Баланс, баланс. Балансик. Так, где тут орел? Орел, вернись. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой. А вот сейчас, видите, фулл хп, кстати. Я не успеваю его отхиливать. Я не успеваю отхиливать в динамичном замесе, это проблема. То есть, когда вот такая ситуация, что твой сквад бесполезный, а ну, тебя душат, да, там, Орел тебя душит, 15 уровень, Бак там 12 уровень, красиво играет, Бобер, 13 даже Бак. Ну, видите, у них команда была адекватнее, чем моя, которая просто умерла, да, заранее. Ну, а чё, бегать же по отдельности, это же так весело, это же такой интересный геймплей командный. Ай, блин, хочется еще затестить, не получилось посмотреть все-таки, что там, как там с эскаляцией, вот этой подкруткой по уровням. Но, бинт вы видели, он прекрасен, я считаю. Будем в будущем еще его смотреть. Это все, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.